Разъезды, съемки, экспедиции. Привет, мальчики и девочки! Что тут за небритый маджахет, спросите вы? Это я. Бриться совершенно некогда. У нас постоянные разъезды, съемки, экспедиции. Идет сезон. Со мной Андрей, постоянный участник наших экспедиций. И мы едем в самое сердце Ростовской области на один малоизвестный пруд снимать рыжих цапель. Мы решили попробовать новый формат и выпуск посвящать одному виду животных. Не знаю, насколько вам это зайдет. Надеюсь, вы нас поддержите в этом начинании. Ну а мы постараемся сделать выпуск максимально плотным, интересным. А повезет нам с цаплями или нет, вы узнаете немного позже. Поехали! Село, в которое мы направляемся, лежит в 2 часах езды от Ростова-на-Дону. В нем расположен родительский дом, и мы довольно хорошо изучили там местность. Большая часть дороги проходит по хорошему асфальту. Ну а последние десяток километров мы едем по грунтовке. Съемки проходят в конце июня, и пшеница на окрестных полях дозревает, а кое-где и вовсе поспела, и скоро начнется уборка. До села мы добрались быстро, но покажу я вам его как-нибудь в другой раз. А мы отправляемся прямиком на пруд, где и живут наши героини. Пруд относительно большой и окружен обширными тростниковыми плавнями. И хотя сразу этого не скажешь, здесь кипит своя тайная жизнь. Тут, в глубине тростника, и живут наши герои, у которых к моменту съемки уже появились птенцы. Мы целый месяц отслеживали их, начиная со строительства гнезд до вылупления, и теперь нам осталось малость. Нужно расчистить полоску тростника, перекрывающую поле зрения. Ну что, дальше никак? Ну как бы все. С первого раза не получилось, и нам пришлось раздобыть сапоги повыше. Родители, конечно, улетели, а птенцам оставалось терпеть наше вторжение. Остался последний шаг – установить скрадок на крутом берегу. Пришлось немного покопать, чтобы не сидеть под наклоном. Дальше сборка каркаса и натягивание маскировочной сети. Скрадок нужен для того, чтобы родители не тревожились нашим присутствием. В целом место съемки выглядит так. С другого берега оно и вовсе незаметно. Настало время провести пробную съемку. Основной вопрос – будет ли наше укрытие убедительным для взрослых птиц. Если они не прилетят в течение часа, придется оставить гнездо в покое и попытаться через неделю, чтобы птенцы не голодали без родителей. Ну что, мы наконец в городке, можем приступить к съемкам. И если нам повезет, и все пойдет по плану, то на сегодня мы покинем скрадок, так как и так уже наделали здесь много шуму. Оставим наших героинь в покое, но завтра с раннего утра придем и уже по полной будем снимать. Мы просидели около получаса, а цапли так и не показывались. К счастью, еще через 15 минут прилетела мать, а значит план удался. Солнце поднялось высоко, и оно укрыло деток от жары. А мы покинули семейство до следующего утра. От трудов праведных мы проголодались и решили перекусить. Не подумайте, что это нас так кормят родители. В момент съемок они были в городе, а это наш обычный экспедиционный рацион. И то приукрашенный.
Иногда мы едим прямо в скоротке, ничего там не режем и не моем, раздирая хлеб и колбасу, как озверевшие чайки, и поедая овощи живьем. Так что это довольно показательная и постановочная сцена, которую мы делаем ради тренировки. Когда-нибудь наш блог будет очень популярным, и в него придут солидные рекламодатели, а мы будем к этому готовы. Ну а пока партнерами этого выпуска объявляются родительские грядки и плодородие Донской земли. Особая благодарность нашему генеральному спонсору, концерну «Сухомятка», выручавшему нас во время всех экспедиций. Приятного всем аппетита! После обеда, немного отдохнув, мы отправились в сад. Конец июня – отличная пора в нашем регионе. Уже вовсю спеют фрукты, черешня, вишня, смородина, тютина, абрикосы, а значит, самое время поживиться. Ну, то есть помочь родителям, конечно. За трудами праведными и обжорством прошел остаток дня. Поснимав вечернюю степь и встретив там закат, мы легли спать пораньше, ведь рано утром нас ждала ответственная съемка. Несмотря на то, что в скрадок мы забрались затемно, цапли, конечно, нас услышали и улетели, да и света не было, чтобы снимать. Поэтому некоторое время мы провели в молитве, молясь духом тростника уберечь нас от сна до прилета наших героев. Первыми стали возвращаться птицы из соседних гнезд колонии, а наши птенцы стоически ждали вместе с нами. В раннем возрасте мать не участвует в выкармливании, заботясь об охране и защите потомства от солнца и холода. Но птенцы не читают книг по орнитологии, у них железное правило – прилетел – делись едой. Мать отсутствовала долго, видимо, кормилась сама, так как ее отец семейства не кормит. Детки тут же начали активно ее раскулачивать, воплощая принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Ее соседке по колхозу тоже приходилось несладко, подрастающее поколение требовало ресурсов. В итоге мать вняла голосу классовой совести, и ей пришлось поделиться частью своего завтрака. Разовым пожертвованием откупиться от спиногрызов не удалось, и она снова отрыгнула им часть добычи. Забыл вначале сказать, цапли не носят каждому птенцу по порции, они набивают желудок на всех и прилетают кормить всю ораву разом. После завтрака солнце стало палить нещадно, и мать прикинулась пернатым зонтиком в ожидании супруга. Нам обеда ждать не от кого, поэтому умолкну, чтобы вы не слышали бурчания наших животов. И покажу, кто тут еще живет, пока ждем цаплю батю. Но вот над головой раздается хлопанье крыльев, а над скрадком проносится тень. Это он. Штирлиц уже 10 лет не был дома. По прилете кормилец сразу показывает, кто в семье добытчик, и вываливает деткам целый ком вкусняшек. В учебниках пишут, что основу рациона составляют лягушки и рыбы, но наши окрестности, похоже, богаты ужами и ящерицами. Или глава гнезда учился
и не на хрестоматийную рыжую цаплю, зато отсыпал добавки. После обеда наши герои разыгрывают перед нами сценку «Образцовое семейство. Фундамент здорового тростникового общества». Мы же снимаем им групповое видео на память. Но семейная идиллия рыжих цапель коротка, и самец снова отправляется на поиски еды. В гнезде объявляется час свободного времени для матери. Она занимается своим туалетом, а у птенцов занятия в начальной школе. Основных предметов два: ходьба по тростнику и расправление крыльев. Все как у людей. Солнце поднимается выше и палит нещадно. Мать с укором смотрит на нас. Ну вы долго еще. И мы решаем закончить съемку, ведь каких-то новых особенных сюжетов в течение дня не предвидится. Собрав скрадок, мы с благодарностью попрощались с гостеприимным семейством, подарившим нам много замечательных кадров. Ну что, мальчики и девочки, этот выпуск подходит к концу. Несмотря на то, что он получился таким коротким, ему предшествовал целый месяц подготовительной работы. Мы искали рыжих цапель, искали их гнезда, отслеживали, когда появятся птенцы. И я надеюсь, что наши труды все-таки будут оценены вами простым человеческим лайком. Если вы впервые на моем канале, не забудьте подписаться внизу, нажав колокольчик. Ну и обязательно напишите в комментариях, что вы думаете, понравился вам этот формат или нет. Мы не спали толком 2 дня, очень устали. Я бы сказал, что прощаюсь с вами, и мы едем домой отдыхать. Но я прощаюсь с вами, а мы едем домой работать, монтировать этот выпуск. До новых встреч!